А вот здесь вот такая семейка грибная. Здесь место вообще обалденное. Я решил проверить, есть рыбка на этом озере или нет. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и мы сегодня с вами приехали на рыбалочку. Но не только, еще прогуляемся вдоль реки в лес, возможно, пособираем грибы. Но это все вы, конечно же, увидите на протяжении всего видео. А озеро находится в живописном месте, кстати, и называется Тавель-Голь. Поэтому мы сейчас прогуляемся, порыбачим, посидим, посмотрим, есть здесь рыба или нет, и вообще, что здесь клюет. Но вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. А теперь перейдем к прогулочке нашей. Так, ну что, друзья, решил проверить, есть рыбка на этом озере или нет. Ну, раки точно есть. И смотрите, какие крупненькие. А я думаю, что у меня там клюет постоянно? Это раки у меня там тягают. Еще так странно клюет. А вот он, красавчик. Так. Не, ну нам нужна рыба. Сейчас мы этого рака попробуем отцепить аккуратненько. И продолжим нашу рыбалочку. Так, друзья, сегодня у нас рыбалка на раков. Ну, никак. Ну, никак не на рыбку. Вот такой еще один малыш попался. Так, друзья, еще один рак. Сейчас я его вытащу. Опа, смотри, какой он в раскорячку сидит. Короче, сегодня точно что на раколовку пришел. О, какой. Это толстый такой, смотрите какой. Ладно, в пакет его. Это уже третий у нас на сегодня. Ну и вот, друзья, один момент, который я хочу показать, как здесь размыло плотину этого озера. Мы еще пройдем к речке, когда пойдем за грибами, и вы увидите, насколько там маленькая речушка в данный момент, но размыла вот таким сильнейшим потоком. Вот, кстати, это озеро, и здесь, видите, укрепляли все это дело мешками. Ну, пытались, чтобы остановить хоть как-то воду. Ну что, друзья, я поймал здесь 4 раков и ни одной рыбки. Вот такая вот у меня здесь получилась рыбалочка. Но все равно раки тоже хорошо. Я чуть-чуть не дошел до этого места, но здесь место вообще обалденное. Я там сидел в таком маленьком местечке. Сейчас я иду в лес и хотел вам показать отсюда, как шикарно смотрится это озеро. Кстати, оно окружено такими небольшими горами. Люди купаются уже, поприходили. То есть уже, я так понял, что рыбалки не будет. Решил собираться и прогуляться в лесок за грибами. Здесь, видите, здесь тоже очень удобно сидеть. Здесь можно даже далеко покидать. Ну еще ко всему придачу вот такая вот шикарная площадочка. И здесь есть родничок с чистейшей водой. Вот он, где спрятался этот родник. Вот с такого камня. И прямо в озеро течет. Ну а теперь пойдем с вами в лес по грибы. Так, а вот, друзья, с другого ракурса, как выглядит это озеро. И отсюда уже более-менее хорошо видно, как окружают его горы. Здесь, кстати, местные ребята сделали тарзаночку, чтобы купаться. Ну и здесь, естественно, вот такая вот красота. Небольшая горная речушка, которая впадает в это озеро, где мы сейчас раков ловили. Хотя хотели поймать какую-нибудь рыбешку. Но эта река, когда после дождей, может сильно разбушеваться. И как я уже показывал, она приходит в доброе, где и подтапливает у людей дома. И здесь очень хорошо видно, какой именно здесь бывает поток воды. По вот этим всем заваленным кустам, веткам, вот такой вот ширины становится здесь река. То есть в этих лесах попасть в дождь, конечно же, я не рекомендую. Потому что река может разлиться очень быстро. А мы вообще сейчас путь держим поискать каких-нибудь грибочков. И посмотрим, что-то есть вообще в лесу или нет. Конечно же, я сейчас пройду. Как вы помните, я уже здесь был в этом лесу. И я
Хочу пройти на то же место, где я собирал лисички. И посмотреть, может там что-то есть. Хотя я уже давненько здесь не был. Да и дождя давно уже не было. Так что, может быть, уже грибы подзакончились. Такие именно активные сборы. Может, там несколько штук и попадется. Ну, прогуляемся, посмотрим. По крайней мере, природа здесь потрясающая. Птички поют, все зелененькое. Красота. В прошлый раз я здесь находил маленький грусть. И в этот раз я уже тоже нашел малепусенький груздочек. Ладно, давайте-ка еще походим по леску, посмотрим. Может быть, сейчас мы чуть выше поднимемся и начнутся хорошие полянки с грибами. Вот, друзья, как я и сказал, буквально совсем немножко. И вот они уже начали попадаться. Прячутся от меня. Ну, как мы поняли уже с вами, что здесь не только я один хожу. Здесь еще кто-то ходит. Ну вот они, красавчики, грибочечки, попадаются. Насколько я выяснил, это у нас валуи, если я правильно говорю. Их здесь вообще навалом. Ну, я что-то не хочу их брать сегодня. Я буду собирать по ходу грузди, потому что они мне начали первыми попадаться. Вот такая красота. Так, сейчас мы их будем собирать. Начнем сбор, естественно, с маленьких, с красавчиков. Так, это у нас грусть перечный. У него, как вы видите, есть сок. Сейчас мы его... Вот, видите, на руке белая, из него при срезе идет сок. Ну, вот эти грузди, сейчас мы их все пособираем, красавчиков. Так, еще покрупнее пошли. Они покрупнее, но они молодые. Кстати, грусть бывает червивый. Желательно его проверять, чтобы он был молоденький и хороший. Его обязательно перед приготовлением, о, чистенький, нужно вымачивать. Ну, это если засаливать. Но, проведя небольшой эксперимент, я, получается, его варил 2 раза по 15 минут. Один раз сварил, слил воду, и второй раз сварил и слил воду. И получились они у меня не горькие. Естественно, тогда их можно уже и жарить, и все что угодно с ними делать. Очень даже интересный получился эксперимент. Ну, я в качестве эксперимента их закатал в банку. Как маринованные сделал. Естественно, я их еще не пробовал. Это мой первый эксперимент. И что с них получилось, я не знаю еще. Ну, я это сделал. А как там будет в дальнейшем, когда я попробую, я обязательно расскажу. Кто это у нас такой? Кто-то у нас тут непонятный. Ладно, нам такой грибок не нужен. То, что мы не знаем, мы не берем. Так, ну вот я вышел здесь на такую тропинку, и по ней мы сейчас и прогуляемся. Так, ребятушки, иду я по тропиночке, и здесь я что-то вижу белое. Естественно, мы сейчас проверим, что к чему. Так, а что нам тут проверять? Это, как оказалось, грузди. Так, хороший. Ведро. Следующий смотрим. Кстати, видите, они молодые еще идут. Так, вот. А это уже большой, это из старых. Его мы сейчас тоже посмотрим. О, хорошенький. Но это ж еще не все, как оказалось. Потому что вот еще один. Ух, какая чашка, а! Хороша собой. Забираем. Проверяем. Хороший. Теперь смотрим, здесь немного еще попалось мне мелочи. Вот такой вот маленькой и красивенькой спрятались под деревяшечкой, которые надо обязательно с собой забрать. Вот такие, кстати, я и позакатывал небольшого размера, чтобы провести эксперимент, насколько оно будет вкусно. Но я надеюсь, что будет вкусно. Я вообще люблю грибочки. Вот тут у нас в таком обалденном склоне
Ну, как вы помните, я лисички тоже здесь собирал на обалденном склоне. Еще спрятался от меня один грибочек. Такими большими огромными полянами пока что мне не попадается, но я надеюсь их найти. Не отходя далеко, ребята, здесь я нашел еще прямо на склоне здоровые, много здесь. О, вот это грядка. О, хороша собой грядочка. Так, где ведерко я поставил? Сейчас будем стараться очень аккуратненько их собрать. А то склон большой, очень скользко. И хочется грибы пособирать без каких-либо приключений. Ну, посмотрим, как оно получится. Так, а что у нас здесь получается? Листики уберем, разгребем и посмотрим. Старье, вот это хороший. Заберем. Опачки, старенький, подождите, что-то не очень меня впечатлил. А что это такое? О, а вот этот подойдет. Этот тоже подойдет. Это старенький, мы за ним не полезем. Так что, ребятки, грузди старые попадаются все-таки уже. Молодых что-то не очень много. Ой, это пойдет. Твердый, хороший, без всякой живности. Отмочим и сделаем что-то с них вкусное. Ну, скорее всего, подзасолим. Потому что размер такой, что в банку не годится. Так, этот не хочу. Тут какой-то староватый. Ладно, ребятки, сейчас еще вот эти вот посмотрим. И пойдем дальше. Поищем что-нибудь помоложе. О, это хорошие, хорошие с собой. Тверденькие и не старые. О, эти обалденные. И вот еще, ух ты, здесь уже прям экстрим. Грибы на обрыве, ребятки. Вот он. Тихо. Чуть не убежал от меня. Так что здесь, конечно, не очень удобно их собирать. Но они здесь тоже есть. Вот еще чуть не упустил молоднячок. Смотрите, какой он хорошенький, а? Малепусенькие, хорошенькие грибочки. О, и молодые. Так что можно смело прийти к выводу, что грусть еще растет у нас в Крыму. Значит, кто знает какие места, то, конечно же, надо их проверить насчет грибов. Ну, а я собираю в окрестностях Мраморное. Село такое в Симферопольском районе. Признаки того, что кто-то идет попереди меня. Кто-то их вот так вот собирает, с корнем вырывает и складывают. Это какой-то, наверное, из Млечников. Ну, меня это сегодня не интересует. Вот такую кучку оставили. Возможно, на обратном пути они заберут. Или что, мы сегодня с вами решили грузди набрать. Потому что они попадаются хорошими грядочками. Так, друзья, я нашел еще грядочку. У меня уже буквально туда-сюда 5 минут делов прогулки по лесу. Пол ведра. Так. А как вам? Хороши собой? Красавчики какие. Молоденькие, хорошенькие. Вкусненькие будут. Так. И вот так. Все в ведро, ребята. Обалденный урожайчик. Это еще не все здесь. Видите уже, как оно быстро наполняется. Так, там еще под деревом. Еще вот здесь есть несколько штучек красавчиков. Так, это какой-то нам не нужен, он свелой. Самое главное, для себя такую цель ставить, не собирать, что попало в ведро. Потому что надо не забывать о том, что это ж кушать еще надо будет. И они должны быть вкусненькие, тверденькие, без червячков. И чтобы не вымачивать в соленой воде потом. Так. Вот он спрятался от меня. А, видите, какие они бывают?
как плесенью какие-то покрылись. Это, наверное, или старые, или что это такое, или из-за засухи. Ну, естественно, я такое брать не собираюсь. Ладно, пошлите дальше. Вдруг что-то еще интересное будет. Кстати, кто помнит эту полузаброшенную дорогу с ручейком, здесь я собирал именно здесь лисичек. А вот они и спрятались, груздики. Как вам такая красота? Так, здесь их, давайте так скажу, целое поле. По лесу попадается. Обалдеть можно. Вот. И вот здесь мы, не отходя вообще никуда, здесь все полностью в груздях. И в старых, и в молодых. Ой, на любой вкус. Уже и переросшие, и хорошие, и молоденькие, как вот этот красавчик. Здесь вот так вот весь бугор в грибах. И таких бугров еще очень много. Но я думаю, мне этого бугра хватит здесь пособирать. И у меня будет полное ведро. Ну что, друзья, посмотрите, какая красота. Откопал под листьями, были спрятаны. Один большой торчал, а вот здесь вот такая семейка грибная. Все длинноногие, хорошие, обалденные. Маленькие, покрупней. Именно поляночка, красота. А тут с одной такой кучки уже будет солидно в ведре. Кстати, в ведре у нас уже почти полная. Уже красота. Как вы видите, я собираю такие молоденькие, все стараюсь брать, чтобы старье нам не надо. Нам надо хорошие грибы. Грибов тем более хватает, как говорится, чужадничать. Хороших набрал, и на этом хватит на сегодняшний день. Так, там я вижу еще, прям на склоне есть. Сейчас я и полезу, заберу их. Ну и вот по таким склонам они здесь тоже везде попадаются. Ну что, друзья, я уже спустился все-таки к речушке к этой, по которой я шел. Я вам показывал пару кадров, что вот здесь, кстати, здесь хорошо видно тоже, что несло ветки, когда здесь был сильный ливень. Река очень опасна, и в этих местах в горах лучше не оказываться во время дождя. Но хотел, что я вам показать свой результат. А у меня результат сегодня 2 ведерка груздей. Естественно, как вы видите, они все светленькие, желтые, темные, там с живностью я ничего не брал. Все идеальные, чистые и хорошие. Вот такая вот у меня сегодня получилась легкая прогулочка. Ну что, друзья, на этом будем и заканчивать нашу сегодняшнюю прогулочку. Ну, по результатам, понятное дело, что мы грибов насобирали, раков наловили, на озере побывали, в лесу погуляли. Надеюсь, видео вам понравилось. А об этом я могу узнать только из ваших комментариев. Конечно же, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, напишите об этом в комментарии. Всем, друзья, добра и мира. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!